Барон не был просто собакой. В его жилах текла кровь лучших представителей породы, но за безупречным экстерьером и мощными челюстями скрывалось нечто большее. Острый, почти человеческий ум и интуиция, которую заводчики называют врожденным благородством. Для семьи Соколовых он стал не просто охранником, а полноправным членом стаи, верным рыцарем, чье единственное предназначение заключалось в защите своих. Когда в доме появился маленький Данил, барон принял это событие с удивительным спокойствием. Он не проявлял ревности, не лаял на странные новые запахи или ночной плач. Напротив, он словно осознал, что круг его обязанностей расширился. Теперь в его мире появился объект, требующий высшей степени концентрации. Пес часами мог лежать у детской кроватки, положив морду на лапы, и лишь по движению его ушей можно было понять, что он контролирует каждый шорох в коридоре. На прогулках он превращался в живой щит. Марина, молодая мама, чувствовала себя в полной безопасности, когда рядом шел этот мощный зверь с глазами полными рассудительности и какого-то древнего спокойствия. Тот июньский день начинался совершенно обычно. Город изнывал от ранней жары, и тенистые аллеи старого сквера у озера казались единственным спасением. Воздух был густым, пахнущим липой и разогретым асфальтом. Данил мирно спал в своей легкой прогулочной коляске, убаюканной мерным шуршанием колес по гравию. Малина медленно шла по берегу, наслаждаясь тишиной и редкими дуновениями прохлады, идущими от воды. Барон, как всегда, бежал чуть впереди. Он не отвлекался на пролетающих мимо птиц или игры других собак на поляне. Его нос постоянно работал, фильтруя тысячи запахов, а взгляд сканировал пространство на предмет любой потенциальной угрозы. Они дошли до самой дальней части сквера, где старые ивы склоняли свои ветви к самой воде. Здесь было особенно тихо и прохладно. Марина остановилась у скамейки, чтобы поправить москитную сетку на коляске. Она не заметила, как с низкой ветви одной из ив, под которой они только что прошли, на мягкий козырек коляски соскользнуло нечто маленькое и темное. Барон замер в тот же миг. Его тело мгновенно превратилось в сгусток напряженных мышц. Шерсть на загривке поднялась дыбом, превращая его в грозного хищника. Из горла вырвался низкий вибрирующий рык, от которого у Марины по спине пробежал холодок. Она никогда не слышала от него такого звука. Это был не предупреждающий лай, а сигнал о смертельной опасности. «Барон, ты что? Тише, Данилку разбудишь!» Шепотом прикрикнула Марина, еще не понимая, что происходит. Но пес ее не слушал. Его глаза были прикованы к краю коляски. Там, медленно перебирая членистыми лапками, двигался огромный черный скорпион. Скорее всего, он попал в город с какой-то экзотической партией фруктов или сбежал из террариума, но здесь, в мирном парке, он выглядел как оживший кошмар. Насекомое уже перебралось на внутреннюю часть обивки, и его изогнутый хвост с ядовитым жалом на конце зловеще покачивался всего в нескольких сантиметрах от неприкрытой ручки спящего младенца. Барон понимал, действовать нужно немедленно. Но он также понимал, что его челюсти — слишком грубый инструмент для такой тонкой задачи. Если он попытается схватить скорпиона зубами прямо в коляске, он может случайно укусить ребенка или просто не успеть перехватить молниеносный удар жала. Инстинкт и разум подсказали ему единственно верное, хоть и грубое решение. Пес сделал резкий рывок. Мощным ударом груди он врезался в бок легкой коляски. Марина вскрикнула от неожиданности и ужаса, когда увидела, как коляска опрокидывается на траву. Данил, надежно пристегнутый ремнями безопасности, проснулся и залился испуганным плачем, оказавшись на боку. Коляска послужила щитом. При падении она вытряхнула все лишнее на землю. Скорпион вместе с легким детским одеяльцем вылетел на траву.
В ту же секунду барон бросился в атаку. Он не просто кусал, он яростно рвал зубами ткань, вбивая когтями невидимого врага в землю. Его движения были точными и беспощадными. Марина, бросившаяся поднимать коляску и ребенка, в первый момент подумала, что ее верный пес сошел с ума. Она видела лишь клочья летящего одеяла и оскаленные клыки собаки. «Барон, фу! Назад!» — кричала она, прижимая плачущего сына к груди. Но когда пес наконец отступил, тяжело дыша и не сводя глаз с изорванной ткани, Марина замерла. Среди растерзанных лоскутков она увидела раздавленное тело черного монстра. Даже в предсмертных судорогах хвост скорпиона продолжал слепо жалить воздух, выделяя капли прозрачного губительного яда. Только тогда до нее дошло, что произошло на самом деле. Холодный пот прошиб ее, а ноги стали ватными. Если бы не этот резкий, на первый взгляд пугающий маневр собаки, жизнь ее ребенка оборвалась бы прямо сейчас под сенью этих мирных ив. Прохожие, привлеченные криком и лаем, вызвали скорую помощь и полицию. Когда приехал фельдшер, он первым делом осмотрел Данила. Мальчик был цел и невредим, если не считать легкого испуга от падения. Затем врач подошел к тому месту, где барон расправился с незваным гостем. «Вы даже не представляете, какая это удача», — сказал фельдшер, осторожно рассматривая останки насекомого. «Это черный толстохвостый скорпион, один из самых опасных видов. Его яд вызывает мгновенный паралич дыхания, особенно у маленьких детей. Если бы он ужалил, мы бы просто не довезли малыша до больницы». Он повернулся к барону. Пес сидел рядом с Мариной, снова приняв свой обычный рассудительный вид. Он лишь изредка поглядывал на хозяйку, словно проверяя, прошла ли у нее дрожь в руках. Фельдшер, взрослый и повидавший многое мужчина, присел на корточки перед собакой и уважительно погладил ее по мощной шее. «Ты настоящий герой, парень. Понимал ведь, что делал». Марина, все еще не в силах сдержать слез, опустилась на колени прямо на траву, рядом с бароном. Она обхватила его голову руками и прижалась лицом к его жесткой шерсти. Данил уже успокоился и тянул маленькие ручки к ушам пса, пытаясь их схватить. Барон лишь терпеливо жмурился, чувствуя тепло своей семьи. Вечером того же дня дома был настоящий праздник. Виктор, муж Марины, когда услышал историю, долго не мог прийти в себя. Он купил барону самый большой и сочный стейк, который только смог найти, и лично приготовил его для пса. Барон получил свою двойную порцию еды, но ел он ее без суеты, с тем же спокойным достоинством, с каким делал все остальное. Однако для самого барона ни стейк, ни похвали врачей не были главной наградой. Когда в доме погас свет, он, как и каждую ночь, совершил свой обход. Он зашел в детскую, убедился, что в комнате нет посторонних запахов, и Данил мирно спит в своей кроватке. Затем он заглянул в спальню хозяев и, наконец, устроился на своем привычном месте у порога. Его долг был выполнен, его стая была в безопасности, его маленький человек дышал ровно и спокойно. Для немецкой овчарки по кличке Барон это и было высшим счастьем. Он положил голову на лапы, прикрыл янтарные глаза, но его чуткие уши продолжали ловить каждый звук ночного города, охраняя покой тех, кто доверил ему свою жизнь. Эта история быстро разлетелась по району, став местной легендой о том, что преданность собаки не знает границ, а ее инстинкты порой оказываются мудрее любого человеческого расчета. И каждый раз, когда Марина выходила на прогулку с коляской, люди провожали их уважительными взглядами, зная, что рядом с этим малышом идет самый надежный телохранитель в мире.